Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? Давайте узнаем, что, может быть, совсем скоро изменится и будет меняться как и внешне, и заставит измениться вас самих. Наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно какого возраста, давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но вначале мы, конечно, узнаем, кому сегодня карты раскроют секреты, кто вы, мои дорогие, что у вас происходит прямо сейчас. А вот вы знаете, усталость. Может быть, усталость буквально физическая. Усталость, когда... Вот посмотрите, как у нас. Это у нас колода Таро Ева. И наша девушка, она даже глаза прикрыла. Уже, может быть, и проделана какая-то работа. Возможно, вот это состояние именно обусловлено, когда у нас много мыслей в голове, а уже физический организм, просто устал. И недаром говорят, вот это как старая китайская поговорка старинная, уставшие люди делают ошибки, очень мудрая, когда мы действительно и света белого не видим, потому что мы устали. И мысли как-то стройными рядами не ложатся в голову. Вот у кого-то из вас, когда уже, знаете, состояние, вроде я уже ничего не хочу, мне бы отдохнуть. Возможно, и какая-то история напоминает постоянное какое-то, как заезженную пластинку, правда? И хочется уже что-то поменять, а вроде как и сил-то я вот не чувствую. Возможно, есть какое-то разочарование, которое вас останавливает от действий. Да, разочарование. Для кого-то из вас вы сейчас словно итоги подводите. Вы не случайно. Вот у вас этот период, потому что следующий идет старший аркан. Это вы словно готовитесь к совершенно новому жизненному этапу. Вот-вот что-то будет меняться. Может быть, есть в вашем окружении такой человек, который очень продуманный. И, возможно, у кого-то думы ваши именно связаны с такой персоной, потому что непонятно, что от него ожидать. Возможно, и состояние вот это внутреннее, когда уже я ничего не хочу, или когда я уже от чего-то устала, или устал, она будет связана с конкретно вашей помощью или с какими-то взаимоотношениями. Я не исключаю, что вы кому-то помогаете. И вот смотрите, выпадает, это у нас старший аркан, называется Ева. И эта карта будет говорить о том, что, знаете, вот всего ведь у нас 21 старший аркан, а в этой колоде 22. Ева – это карта мудрости. Именно внутреннего, вот какого-то осознания, что, какие бы ни были обстоятельства, но моя жизнь, она должна продолжаться при любой погоде. Вот не случайно вот этот нулевой аркан, и я говорю, что вы сейчас как переоцениваете, может быть, поэтому вот это такие мысли с первой карты нам рассказывают, что, вот как прежде я уже точно не хочу. А вот пока как дальше, я не знаю. Может быть, переоценка ценностей, мои дорогие, у вас сейчас идет. В конечном итоге, вот что у вас? Вы уже в полушаге от совершенно новых событий в вашей жизни. И эти события будут разворачиваться именно потому, вам как будто совсем скоро, может быть, да? Или где-то это, вот знаете, как из разряда накатило. Бывает такое, грустные какие-то минуты или получение какой-то новости, когда у нас руки опускаются. Кажется, да, я уже устала, вот мне ничего не нужно. Кому-то карта будет говорить, что пришло время и отдохнуть, между прочим, потому что по нулевому аркану как будто ошибиться ни в коем случае нельзя. Может быть, вы получили какую-то новость, когда вы вынуждены, вы не знаете, как поступить, как вообще действовать. Возможно, и есть какие-то варианты, и вы сейчас обдумываете, как же вот мне именно поступать. Или если я поступлю одним образом, к чему меня это приведет? А если как-то иначе, тогда что меня ждет? Вот есть такие мысли, думы, потому что действовать точно и сил нет, но и, может быть, уже и не хочется. Или обстоятельства пока вот на данную минуту, как вы смотрите это видео, вот они вас как поставили либо в сложное положение, либо и нет желания бороться, и непонятно вообще за что. Здесь мы складываем где-то оружие.
Да, по четверке чаш иногда идет состояние апатии. Вот это тоже есть. Но все равно тогда следующий аркан нам говорит, что сил буквально вот-вот у вас станет больше, больше оптимизма. Эта карта приносит всегда бодрость, приносит всегда, знаете, какую-то жизненную активность. Активность в плане работы, может быть, буквально. Ну, какой работы? Это может быть у кого-то, меня ведь смотрят люди совершенно разные. У кого-то это менять, может быть, даже дома что-то, да, вы надумаете, поменять свое пространство. Для кого-то это будет творческий проект. Или даже вот эти думы, связанные тоже с работой. Но вот смотрите, последняя карта у нас выпадает рыцарь свечей. И в этой колоде как будто тот человек, который спешит на помощь. Вот буквально у нас тут как человек, который спасает котенка, да, выносит из горящего дома. Может быть, это и вы кому-то долгое время помогали. Постоянно кого-то вытягивали из какого-то минуса. Вы очень сильный человек, но вам сейчас совершенно необходим отдых. Вот это хочется сказать. Хотя я не исключаю, что у кого-то думы по поводу сложной ситуации, как поступить, и, может быть, есть один какой-то фактор или конкретный человек, когда либо на это согласиться, либо от этого отказаться. Вот кто-то думает так. И в конечном итоге, я бы сказала, по рыцарю свечей, скорее всего, тут нужно соглашаться. Но при этом нельзя, понимаете, как бы быть беззубым, хочется сказать, или тем человеком, который, не успев что-то додумать рационально, согласится на первое попавшееся. Здесь нужно будет постоянно анализировать что-то, потому что и себя мы как будто не можем поставить под удар, да, или оказаться в этом горящем доме. Но я также не исключаю, карта может свидетельствовать о том, что вот вы о чем-то сейчас думаете, а выход может быть только один. И может быть даже какая-то помощь или взаимодействие с конкретным человеком вам поможет решить тот или иной вопрос. Что же еще нам скажут? Тройка чаш. Это карта, с одной стороны, праздника, с другой стороны, это карта взаимодействия с другими людьми. Может быть, это следующая у нас шестерка пентаклей, хочется сказать, это карта финансового успеха, как финансовая победа. Возможно, это у вас сейчас. Вы решаете именно финансовый вопрос. Поверьте, будут варианты, будут варианты. Или если вы ищете эти варианты, вы их обязательно найдете. Потому что я все-таки не исключаю, с учетом тройки чаш, ну, как, либо не могу сказать, что кто-то приходит и все ваши проблемы вот так вот берет на себя. Нет, я этого сказать не могу. Я допускаю, ну, как сотрудничество или в каком-то контексте на какой-то процент помощь, да, или подсказку, мои дорогие. Но вот всегда тройка чаш – это не есть баланс. Она всегда заставляет нас, а следующая как раз такой верховенственный баланс, заставляет все же тройка чаш подумать, а не будет ли третий лишний. То есть есть у вас будет какой-то вариант, как я сказала, только один. Но к нему нужно подойти рационально, потому что вполне вероятно, потом из этой тройки чаш вам какую-то шестерку пентаклей нужно создать. Просто воспользоваться его величеством случаем. Понимаете как? И это где-то у вас уже практически на пороге, что спешит, может быть, вашу жизнь. Что же еще? Для кого-то это будет связано с творчеством. Ух ты как! Очень редко такое бывает, мои дорогие. Правда. И кто смотрит мои расклады постоянно, мне это кажется, в одном из видео, которое я делала там сколько-то дней тому назад, что-то подобное было. И это было у меня первый раз вот именно на этом канале. А здесь вот второй, значит, могу сказать, что мы с вами на пороге каких-то важных событий, именно внешних, когда пространство будет меняться. И это две карты выбора правильного направления. Причем Солнце – это более короткий период, 6-8 месяцев, а звезда – это лет 10-20. Кстати, я должна сказать, что рыцарь Пентаклей, пусть в этой колоде он рыцарем не изображен, обычно на коне это всегда действия какие-то, но рыцарь Пентаклей самый медленный рыцарь. Есть в одной из колод такое значение марафонский забег. И поэтому это тоже где-то очень долгий период. Возможно, то, что вы обдумываете даже сейчас на короткий период времени,
в последующем перерастет с учетом шестерки пентаклей во что-то очень длительное. Какое-то ступенчатое развитие вашей судьбы, мои дорогие, вот спешит на ваш порог. Поэтому вот все то, что я говорила, пусть и выглядит что-то ненадежно, но только вот один вариант. Но как будто пусть, может быть, даже от вас потребуется тот шаг, который вы будете ну, делать и у себя спрашивать, а правильно ли я поступаю. То есть у вас будут все-таки сомнения, не без этого. Но вот я вот вижу, что именно, наверное, через действие, через вашу активность вы понимаете, вы потом узнаете, вот как по тройке чаш, что вы будете еще корректировать. А здесь как будто в вашей судьбе происходят не случайные вещи. И люди приходят в вашу жизнь совершенно не случайно. Или создаются обстоятельства, ну, значит так, тому и быть. Потому что на кону у вас буквально и звезда, нам говорят, сияй, как звезда. Конечно, для кого-то это может быть поездка очень далеко, мои дорогие. Иногда по нулевому аркану путешествие тут. Или просто вот перемещение, сам по себе жизненный драйв. Тут как будто на смену вот этой апатии приходит совершенно другая энергия, которая вас возрождает буквально к жизни. Может быть, у кого-то это будет даже связано с творческим проектом или возможности заработка, которые вам помогают, вдохновляя вас на что-то через работу. У кого-то будет даже так. Или пусть это будет ваше личное дело, творчество, желание монетизировать, может быть, творчество, которые заставляют именно двигаться. Да, это точно, посмотрите, по девятке чаш это карта финансового успеха, изобилия, процветания, как будто это у вас уже на пороге. Это то, что спешит в вашу жизнь, мои дорогие. Что же еще спешит в вашу жизнь? Может быть, в ближайшее время, что спешит в вашу жизнь? Но, видимо, внутренние страхи какие-то будут. У вас будут те люди, или вам, как судьба, будет сводить либо с людьми, либо обстоятельствами, которые отчасти будут напоминать какую-то прежнюю, не сложившуюся историю или не случившуюся, может быть, и обещанную ситуацию. У кого-то, может быть, по документам, у кого-то, может быть, это через конфликт было на работе. Это именно то, что будет связано с прошлым. Всегда аркан справедливости – это как карта судьбы, карта кармы. И всегда причина и следствие. Так вот, причиной сегодняшней ситуации, может быть, и развития тут вот именно сама, наверное, как Вселенная, или назовем высшие силы, здесь пытается выровнять какой-то сюжет, который прежде шел со знаком минус. Может быть, для кого-то из вас это было значение как конфликта с кем-то. И вот может вернуться, как и человек, для того, чтобы, кстати, помириться. Для кого-то из вас это даже ситуация может касаться дома. Когда прежде вот так судьба у вас складывается, мои дорогие, чтобы вы не просто из какого-то даже финансового минуса вышли, а для того, чтобы какие-то разочарования вы оставили позади. Десятка чаш. Это карта и любви, любящих людей, это взаимной поддержки. Рыцарь чаш – это тот, который... Да, эта карта будет говорить о том, что хорошее настроение. Это вот на смену, наверное, апатии приходит какое-то воодушевление. Карта не дает гарантии. Я бы сказала, что это будет продолжаться долго. Хотя у кого-то, если мы говорим об отношениях, здесь именно больше может быть семейные отношения. Или пара, которая продумывает, строит планы на будущее. Где-то все же рыцарь чаш говорит, ты тут не замечтайся. Не настраивайся, чтобы потом не расстраиваться, да? Но держать руку на пульсе, наверное, придется. Что же спешит в вашу жизнь? Да, тут понимаете как? Вы можете столкнуться с тем человеком, к примеру, который сам еще с чем-то не определился. Или который сам у себя будет спрашивать тысячу, миллион, может быть, раз, а правильно ли я поступаю. По девятке перьев и вы будете, я уже говорила об этом, что, может быть, даже не раз в тех обстоятельствах, когда у себя будете спрашивать, а нужно мне это или нет. А вообще, а не как это в моей жизни откликнется потом. Будет желание просчитать что-то. Ну, тогда приготовьтесь, что вам придется и пройти какой-то отрезок пути судьбы своей, когда мы не будем свободны вот от этих сомнений, мои дорогие. А сомнения могут быть, как, знаете,
удвоены именно потому, что за плечами какая-то грустная история. Но вот эта справедливость как баланс, он должен восторжествовать, мои дорогие. Может быть, он был связан даже с тем человеком, который буквально постоянно менял свое мнение, какое-то решение, или словно водил за нос, мои дорогие. Смотрите, еще одна 6. 6 всегда в колоде, это Таро колоде. Это всегда победа, карта заслуженного успеха. Для кого-то из вас может быть совершенно необходимо по финансовым вопросам, может быть по личным, домашним. Вам придется говорить, держать какую-то беседу или взаимодействие с тем человеком, который, тем не менее, приятных эмоций не вызывал. По крайней мере, прежде. Явно была какая-то история, которая напоминала игру, не вашу, чужую. А у вас складывается именно так судьба, что сводит вас заново с конкретной персоной, что спешит на ваш порог. А вам не нужно торопиться. Принимайте, я тут допускаю, кстати, что человек может тоже, знаете как, он ведь на выборе. Вот у кого-то именно совпадет с персоной. Или какое-то предложение, которое может вам поступить, и ваша задача все просчитать. Вам всей правды не говорят, вот где-то будьте к этому готовы. Может быть, и пытаются словно увиливать, или даже можете столкнуться с тем человеком, который уже сам себя уже на что-то настроил. Или пусть это в виде даже руководителя, но может быть в процессе разговора или развития ситуации. Человеку захочется явно, но как-то вот, как я сказала, увильнуть. Или как будто может он обронить фразу или что-то такое совершить, что вас вмиг просто включится вот эта мудрость ваша и заставит вас быть вот в каком-то моменте очень внимательному. Им как будто, знаете, как подсказка нашего подсознания говорит «стоп», а вот это точно. Вы услышите либо новость, но я тут больше вижу, что это именно исходит от человека. Вам придется постоянно анализировать. Может быть, вам что-то такое предложат. Мои дорогие, будьте тоже к этому готовы, что спешит на ваш порог. Я тут вижу, что тут явно есть интерес не только вас, а вот именно какой-то персоны, которая в вас заинтересована. А интерес – это не искренность. Сегодня он есть, завтра его нет, а послезавтра там вообще что-нибудь еще происходит. И вы знаете, нельзя вот на это закрыть глаза. Значит, если вам интуиция или вот как, знаете, фраза, нам как будто западает сознание, значит, это нужно додумать. С чем это может быть сопряжено или связано? Когда, может быть, для человека риска нет, а для вас это есть какая-то степень риска. Или для вас какая-то ненадежность. Должна сказать, мои дорогие, отправляюсь куда-то для вас иметь в порядке документы или поступать только по закону и доверять только тем людям, которые тоже отталкиваются с позиции закона или составления какой-то бумаги. Ваша задача в ближайшее время себя буквально обезопасить. А все, что на уровне бесед, ля-ля какое-то, извините меня, но нет, тут потому что ни в коем случае нельзя замечтаться, потому что вы, понимаете, вот этот баланс, балансируете вы пока. И ведь это баланс, сама по себе карта правосудия, всегда весы, да, баланс. И вот этот баланс, шестерка пентаклей. Как будто мы по 3 пентакля на каждую чашу весов можем положить. И вот этот баланс, вот ваша задача в этом, как подсказка вашей судьбы, если хотите. И будьте готовы, что в какой-то момент вы можете даже, как шли одной дорожкой, потом останавливаетесь и говорите себе, а вот теперь я сворачиваю. Может быть, к этому именно через информацию будут какие-то складываться события, или так будет построена беседа. Очень интересно. А к чему это все идет? Хочется спросить. Ну, правда, а к чему это все идет? Нам-то сказали здесь, да, тут солнце. Солнце, причем на какой-то долгий период. Так вот, что спешит в вашу жизнь, но и как это будет продолжено? К чему? Рыцарь перьев. Вы узнаете какую-то правду. Вы узнаете о человеке, возможно, правду. Аркан дьявол. Почему, может быть, человек поступал именно так? Что его, может быть, удерживало? Ведь тут именно удержание. Или у кого-то из вас
это те отношения, может быть, ведь иногда это страсть проходит. У кого-то это вопросы финансов. И здесь может быть так двояко, как и интерес к вам, мои дорогие, потому что у нас ресурсный человек. Интерес к вам именно потому, что вы умеете зарабатывать, например. Или вы, у нас тут столько карт выпало, да? Я могу предположить, что в ближайшем будущем какой-то финансовый взлет вас может ожидать. Или, по крайней мере, даже если поначалу вот сейчас все сложно, будут так складываться обстоятельства, а вы так к этому уже готовы, чтобы именно вот словно взять свою мечту или действовать как-то альтернативно. Поэтому многие из вас сумеют исправить финансовое состояние дел, если сейчас есть брешь или минус. И ресурсность ваша просто может быть интересна кому-то. А для кого-то именно через любовь, через чувства, именно через, может быть, интим. Я такого все же, мы все разные, кто знает. Но это тот человек, я бы не сказала, на которого можно было бы на 100% положиться. Это точно нет. Так что спешит и к чему это все идет. Опять же выпадает девятка пентаклей. Точно так же у вас много карт хороших на финансы, мои дорогие. Я могу, не исключаю, что, может быть, и человек какой-то будет отчасти, ну, не то что вкладываться в вас, но делать, к примеру, какие-то подарки. Но вот вам, видимо, предстоит пройти тот путь, который говорит о том, что тебе сейчас нужно создать, правда, финансовую подушку безопасности. Деньги, я часто говорю, один из способов взаимодействия с миром. Где-то, может быть, вам придется сохранять финансы. И пусть даже какая-то мелкая помощь, она вам будет во благо. Это тоже, к чему это все приходит, да. Но это не говорит о том, что так будет всегда. Вам как будто пространство посредством людей или ситуаций будет помогать завершить вот какой-то сложный переход между прошлым и будущим. Я надеюсь, все правильно понимают, по 13-му старшему аркану это именно завершение. И мы говорим «отпускай». И в этой колоде, колода Таро Евы, ее создала доктор. Поэтому много таких персонажей, которые, ну, отдаленно напоминают здравоохранение, будем говорить, да, как вот пятерка мечей здесь нам буквально в кабинете у стоматолога, да, страшно, но елки-палки. И пятерка перьев – это где-то внутренние страхи. Ну, есть в колоде Чиро Маркете Таро снов, так там пятерка, точнее, перьев, ну, здесь называется, там пятерка мечей, называется карта жестокости, именно жестокого человека. Вот. Вот у кого-то даже, может быть, с тем человеком, который жестокий, вот я такого не исключаю, может быть, вам и еще доведется встретиться, и будет очень важно, чтобы вы не соскользнули на какие-то обещания, потому что интерес именно вас, а вот игра чья-то чужая. И вот вам эту игру нужно будет завершить. Но касаясь этой карты, это мы всегда проходим трансформацию. Надеюсь, все это вы понимаете. Как вот этот доктор, да, который трансформацию эту патологоанатом проходит едва ли не каждый день. Да, он выполняет свою работу, не самую веселую, но кто-то должен выполнять и эту работу. И нам вот как образ, да, как душа девушки, которая стоит за спиной этого доктора и смотрит уже теперь на свое тело и, ну, не может понять, что происходит. А как бы вот уже трансформация жизни, жизнь будет продолжена, но совершенно в другом качестве. И ведь для доктора тут тоже рабочий день как будто заканчивается. И, может быть, он думает о том, что он скоро выйдет на свежий воздух, скоро он придет либо домой, сможет отдохнуть, может быть, он увидит близких. То есть у него каждый день происходит эта трансформация. Он проходит какой-то сложный путь, может быть, где-то эмоционального выгорания, мы говорили с вами об апатии, да, тоже каждый день. Вот такая внутренняя трансформация проходит, мои дорогие, и в вас самих. И что-то все равно тут завершается, как прежде не будет. С чем это связано? Вы знаете, по тузу Пентакли это всегда карта шанса. И причем это пентакливые. Карты это где-то дополняют, опять же, какую-то финансовую вашу историю. Я должна сказать, что для кого-то из вас, с учетом того, что карта дьявол и девятка пентаклей, что спешит на ваш порог, у кого-то ведь может быть большое получение денег.
Может быть, я даже допускаю, может быть, это у кого-то через наследство. Или когда вами заработанный гонорар, мы рассматриваем именно то, что вам принадлежит. Ни лотереи, ни игры, ни риски, ни в коем случае нет. Так вот, вы получите эти деньги, вполне вероятно. Давайте мы с вами спросим, к чему же, то есть к получению денег тут что-то идет. И даже если что-то завершается, хотя вполне вероятно, обстоятельства для вас будут складываться именно так, что ваш интерес финансовый вас заставит самих от чего-то отказаться в пользу какой-то более надежной ситуации, мои дорогие, или более надежных заработков. Вот такое, будьте к этому готовы. И может быть очень сложный выбор по рыцарю перьев. Вам придется делать, более того, найти вот какую-то достоверную информацию. Но и отчасти, как прошлое, вас самих может держать, ну, как в тисках, потому что мы во что-то верили, а здесь мировоззрение у вас будет меняться. Что изменится в вашей жизни? Давайте достанем несколько карт. Тут трансформация от начала до конца. Шестерка чаш. Нам снова говорят, иногда это карта ностальгия, но это карта любящих людей. Поэтому тут как будто неизбежен контакт с тем человеком, которого вы хорошо знаете. Но при этом четверка пентаклей мы стабилизируем именно жизнь собственную. Но в последующем вы как будто будете делить надвое. Да, есть тот элемент, вот в каждом ряду нам повторяют карты, что будет у вас еще что-то нестабильно. Когда вы будете словно спрашивать у себя, как мне поступить, или стоит ли мне доверять конкретному человеку. Или сами по себе какие-то разочаровывающие воспоминания, они вас все-таки не оставят. Почему? Вот смотрите, мы ведь часто говорим, семерка чаш – это карта вдохновения, возможностей. Может быть, и планов будет много. Но вот есть все равно, и я бы сказала, что для вас это во благо. Когда вы вспоминаете прежнюю историю, которая, ну, вас именно какое-то время выбила из колеи. Или когда вас это каким-то образом поставило в какой-то жизненный тупик. Да, конечно, по пятерке чаш я часто говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают и моют пол. А если бы не было семерки чаш рядом. Потому что будут у вас в вашей жизни какие-то добрые эмоции тоже. Это будет то состояние, когда хочется надеяться и верить. Но все же семерка чаш нам говорит, ты не замечтайся. С чем это связано? Вот вам нужно, как умеренность, воспользоваться каким-то моментом, при этом не теряя в бдительности. Пусть не в этой колоде, но я часто говорю, аркан умеренности – это не случайные случайности. Когда нам нужно подмечать, что происходит вокруг. Когда нужно, может быть, принять во внимание какой-то альтернативный метод. Или когда нам приходится действовать, ну, буквально как по интуиции. Когда еще пока нет, не сложились, может быть, так события, не развилась какая-то ситуация окончательно. Но нам вот чувство собственного самосохранения подсказывает, ты вот действуй так, а по-другому ты не действуй. Слушайте, правда, свою интуицию. Потому что, когда старший аркан выпадает, это всегда мы находимся во власти событий или во власти, или зависим от власти решения конкретного человека. Но при этом у нас есть плюс какой-то, которым мы должны именно воспользоваться. Но поступить именно так, как вам диктует ваша душа, мои дорогие. Мне очень хочется достать карту совет. Ну, не случайно у нас, наверное, королева пентаклей. Королева пентаклей – это та, которая из какой-то сумятицы, путаницы, неразберихи, из хаоса отстраивает свой порядок. Вот вам придется, видимо, как их идти по ситуации. Я часто говорю это. Мы можем что-то себе, как строить планы, но, видимо, корректировать эти планы будет, придется, по-другому не пойдет. Для кого-то из вас это будет касаться заработков. Повторюсь, у кого-то сложные, может быть, отношения, когда вам доведется еще не одну беседу провести. Может быть, вам придется и договариваться. Для кого-то из вас это как
свое финансовое благополучие вообще кардинально вывести на какой-то иной уровень. Кто-то из вас будет продумывать все, вот очень много чего идет по этой карте. Именно когда даже творчество, да, через творчество вы можете стать популярными, мои дорогие. Посмотрите же, какие карты. Не случайно, наверное, и выпала у нас королева Пентаклей, потому что у нас здесь шестерка Пентаклей. Наверное, все пентаклевые карты выпали в вашем раскладе, мои дорогие. Это на самом деле так. Вот какой у вас жизненный путь. Но пока вот эти 6-8 месяцев, да, не то, что вот перед нами, как на блюде. Хочешь, бери одно, второе, третье, как будто выбирай. Нет, тут очень узкий выбор. Но во главу угла или как ваш какой-то основной принцип или ваше основное желание сделать себе максимально что-то хорошо. И причем не эфемерное что-то такое, да, расплывчатое, а стабилизировать жизнь собственную. Когда не кто-то там доволен, может быть, а когда вы себя чувствуете, мои дорогие, в безопасности раз. Когда вы понимаете, что есть, может быть, и финансовый какой-то у вас, не просто даже стимул, это хорошо, конечно, но этот сам по себе стимул приносит вам финансовое вознаграждение, которое вас делает более уверенным и спокойным. Ну, здесь у нас королева Пентаклей. Для кого-то из вас это будут даже касаться вопросы дома. Может быть, с учетом шестерки мечей, которая означает очень часто дорогу, поездку, переезд. Может быть, на отдаленное какое-то будущее, потому что аркан звезда. Многие из вас не останутся в том месте, где вы сейчас. Может быть, так будут складываться события. И к этому тоже будьте готовы. Пройти, может быть, вот мы говорим часто по судьбе, а я говорю по ситуации, да? Вот вам и придется, может быть, пройти той тропинкой событий, которые будут развиваться в ближайшее время. И быть все-таки при этом настороже. Мы уже не раз говорили, что у людей свои планы, может быть, и люди пытаются где-то, понятно, свои бонусы поставить на первое место, а не какие-то там обещания, договоренности. Ну так, мои дорогие, значит, и вам доведется быть точно таких же энергиях. Но вы как будто останетесь довольны. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои расклады, за то, что вы пишете мне душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте статьи на моем сайте и ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.